Привет, мои дорогие! Я хочу начать не с заголовка новостей, а с двух тем, которые мы должны разобрать перед тем, как я начну читать вам новости, дорогие мои. Первая тема, о которой все говорят, что Зеленский сможет перевернуться или как-то там перестроиться, или сыграть, или еще что-то сделать, и поэтому это может уйти в какую-нибудь другую плоскость. Но некоторые не замечают одну вещь. И мы сейчас ее разберем для того, чтобы все поняли, что это последние, можно сказать, вздрыгивания, судороги Зеленского. Почему так? Потому что то, что он рассказывал Трампу, ни к чему не привело. Абсолютно. Сейчас у Зеленского остаются два варианта. А потом мы разберем, по каким причинам он не сможет от них уйти никак. Первый вариант – вернуться в Украину и подписать мирный договор. Сейчас два военных, которые отправили, один из них близкий друг Джей Ди Венса, это вот с этой интересной фамилией, и они сейчас должны доложить Трампу, какая ситуация действительно на фронте. И если Трамп подтверждает, что она действительно хреновая, то Зеленский должен подписать все. Если же Зеленский не будет возвращаться, то тогда Порошенко, Тимошенко, Голос, который также от Порошенко, и тот откол, который идет от фракции «Слуги народа», который еще сдерживает Арахамия, потому что над Арахамией висит там гильотина от Шрека, Шрека это Малюка имеется в виду. Они соберутся, создадут временную там коалицию, временное правительство, где аннулируют полностью Зеленского, подпишут эти договора только потому, чтобы не потерять всю Украину. Вот почему у Зеленского нет никаких шансов, дорогие мои. Только по этой причине. Он довел до того, что фронт как лавина сейчас стремится до Киева, до полной капитуляции Украины. И для того, чтобы этого не произошло, я вам в новостях это прочитаю, нужно, чтобы кто-то подписал мирное соглашение с Россией. И если этого не сделает Зеленский, его отодвинут на задний план и создадут тех, кто это сделает. И скажу вам больше, у них уже есть опыт 2014 года создавать быстро правительство, которые быстро все подписывают, дорогие мои. Вторая тема. Это Мария Захарова, которая сделала заявление о том, что Россия ничего не знает. Теперь хочу... Я вам тоже на это намекну во время новостей, сказать одну вещь. Вы читали Аксиос? Я вам сегодня говорил об этом, и кто подписан в Телеграме, должны были прочитать. Аксиос сказал, что тайком Россия вместе с Соединенными Штатами и администрацией Трампа делали 28 пунктов плана, дорогие мои. И когда идет вытек, то сразу же срабатывает антикриз. Выходит Мария Захарова и говорит такая: да мы ничего не делали. Нет, мы не знаем, мы вообще не в курсе этого всего. Окей, заголовок у нас: 28 петель вокруг шеи Зеленского, дорогие мои. Не сможет он никуда отпетлять. Либо потеряют государственность, а Трамп не вернет себе деньги. Европу уже никто спрашивать не собирается, я вам тоже об этом читал. Как обычно, немножечко на фронт. И потом поехали дальше. Южно-слобожанское направление российские войска, продвинувшись в Волчанске, продолжили наступать и в районе соседнего Цегельного, захватив населенный пункт. Россияне продвигаются в Волчанске, оттеснив ВСУ за улицу Фонтанная. Так российские подразделения, судя по всему, сосредоточены на выдавливании украинских сил из плотной городской застройки, где остается возможность держать оборону. Дальше за улицей Гуркановской начинается менее плотный частный сектор. Но на остальных участках направления фиксируются атаки армии России силами малых групп в пересеченной местности. Военные эксперты отмечают, что продвижение российских войск южнее Волчанска позволяет им развивать наступление дальше на юг через лес на берегу Северского Донца, а также бить по логистике сил обороны как в самом Волчанске, так и по путям снабжения близлежащих населенных пунктов. Чуть-чуть
болячка еще берет, но я думаю, я ее в ближайшее время одолею, дорогие мои. Еще одна интересная новость. Келлог покинет, вы слышите, даже по голосу чуть-чуть осип. Келлог покинет пост специального посланника Трампа по Украине в январе. Об этом пишет Reuters. Журналист Грэм Слаттери сообщает со ссылкой на источники, что Келлог объявил о намерении покинуть свою должность уже в январе. Кто такой Келлог? Это друг Зеленского. Мне кажется, что он не справился просто со своей задачей. Ему намекнули: вали. Потому что они думали, что он имеет ключ к Зеленскому, а по сути он имел ключ, точнее не ключ, а он нес ключ от Демпартии и играл Зеленским в те игры, которые не подходили Трампу. Трамп думал, что он идет к миру, а по сути они просто начинали танцевать над душами Трампа. Тот же Келлог и Грэм, и доносили не то, что должен был доносить Келлог от Трампа Зеленскому, а наоборот, от Зеленского Трампу. Вот этим все и закончилось. Поехали. 28 пунктов, которые опубликовал Axios, но не все опубликовал, а частями и кусками вырвано, и оно все перемешано. Поэтому давайте просто будем слушать, как оно есть. Если где-то даже есть совпадение, не ругайте. Все насыпано со скоростью света, дорогие мои, чтобы мы хотя бы имели какую-то объективность. По данным Axios, план предусматривает сдачи России всей Донецкой области, признание США Крыма и Донбасса российским и заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонских областей. С точки зрения Белого дома, согласно американскому официальному лицу, если война продолжится, то Украина в любом случае потеряет эту территорию. И не только. По сведениям издания, администрация Трампа предлагает, чтобы территория Донбасса, откуда Украина уйдет сама, перешла под контроль России, но при этом стала демилитаризованной зоной. Линию фронта в Запорожской и Херсонских областях предполагают заморозить с перспективой передачи России и Украине каких-то пока неопределенных территорий. США обещают за себя и за европейских союзников официально признать Крым и Донбасс российскими. Но заставлять это делать Украину, по сведению Axios, не будут. Ну да, нужно якісь гасла такие, чтобы на ТВ или на предвыборной кампании трусить на уши украинцам, что мы по-любому заберем Киев, не Киев, дай бог, видите, оговорка по Фрейду, заберем Крым и все остальное, что есть там у России, Донецк это Украина, Мариуполь Украина, Херсонцы Украина, и все в таком духе, дорогие мои. В обмен на эти уступки США предлагают гарантии безопасности Украине и Европе, но какие именно? Неясно. Ну, скажу сразу же, никакие. И все, гарантии не предоставят. Это будет тот же Будапештский меморандум. Потому что про Будапешт никто не забыл, дорогие мои. Я вам так скажу. Они опять же хотят там все это сделать. Опять Axios. Axios в ударе, дорогие мои. Axios передает подробности хода мирных переговоров. Встреча Зеленского и Умерова с Уиткофом планировалась в рамках текущей турецкой инициативы по миру. Ну, смотрите. С Турцией у нас все запутано, да просто не пойми чего. Ну, как вообще всегда с Турцией все запутано. То Уиткоф должен разговаривать был с Ермаком, потом с Зеленским, потом отменил. А теперь, как оказывается, с Зеленским и Умеровым он должен был договариваться о чем-то. Но что самое интересное, тут уже такие подробности всплывают интересные. Встреча должна была пройти в Анкаре при участии Турции и США. Американский чиновник заявил, что встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский не согласен с условиями, достигнутыми Умеровым, и получил альтернативный план вместе с европейскими партнерами, которые Россия не примет. Ну, там еще более интересно. Украинский чиновник подтвердил, что причиной переноса стал запрос Зеленского обсудить план со своими подельниками из европейских стран, дорогие мои. Понимаете, да? То есть они всем тем кружком, малым, женским, мужским, с подлизыванием, там, с подсасыванием, чем угодно, вульгарным, невульгарным Трампу,
наобещали ему кучу всего, а в реале ничего не сделали. Фронт рухнул. И чем дальше, тем будет больше, сильнее и будет идти, как вот я оговорился по Фрейду, дорогие мои. Другой американец добавил: еще одна причина – внутриполитический скандал на Украине, связанный с расследованием коррупционного советника и советников Зеленского. Последний комментарий американцев: теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского, сказал американский чиновник. Он также отметил, что Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана. Какого обсуждения? Дорогие мои, я же еще раз говорю. Падла обманул. Он как же так сказать, не имел карт, если взять по-трамповски сказать. Если кто-то думает, что Трамп куда-то там перевернется, ну так это скажется на фронте. Это будет тупо. Окей, переворачивайся, чувак. У тебя как бы вариантов немного. Ну, тут уже логично нужно подходить к вещам, понимаете? То есть, да, мы все прекрасно понимаем, что Зеленский может как-то вывернуться, что Трамп может куда-то развернуться. А фронт куда они денут? Фронт неумолимо движется туда, к западу, к Польше. Понимаете? Тут маневров, просто ни времени, ни... Это все тупо будет. Если они дадут России еще время... так они и окажутся без Украины полностью, можно так сказать. С потужным Львивом и там дальше Франковском и всем остальным. Поэтому, дорогие мои, вы сами должны понять. Если Трамп сейчас не остановит эту войну, они останутся без Украины. И бабки он не вернет. Те, которые они потратили в Украину. И Европа не вернет бабки. И они все это прекрасно понимают. И сейчас смотрите. Келлог не справился, обосрался, вылетел. Европейцы молчат, понятно. Они сейчас по тихим каналам дип получают сигналы от Трампа. А вытек идет из Аксиоса. И их уже мнение, как вы читали, уже никого не волнует. Вот пишут, что Уитков отменил сегодняшнюю встречу с Зеленским в Турции, так как Зеленский приехал в Анкару со своим планом. Вот его план, дорогие мои, который Россия никогда не примет. Это Аксиос со ссылкой на американского чиновника. Так что, дорогие мои, вот таким вот планом, как вы видите, Зеленский никому не нужен и не впечатлит. Еще раз хочу объяснить. Для того, чтобы никто не... Я всегда хочу что-то аргументировать по факту. Если Зеленский найдет способ выпетлиться, Трамп это съест, перевернется, он уже там что-то квакает по поводу Путина, на это можно не обращать внимания. Они дают еще время России на прорыв. Там уже прорывается, там в стороне Мирнограда, Покровска. Там уже они прорвали то, что долгое время не могли прорвать. Я имею в виду россияне. И чего они ждут? Когда он позвонит Лукашенко, скажет: давай запускай оттуда, с Беларуси, пошли на Киев, туда аж по Житомир отрежем, по Винницу. Конечно же, это будет второй сценарий сразу же. Когда уже видят, что все там рухнуло, то нужно как можно быстрее это все взять. А потом вы будете говорить: слава богу, что не разбомбили Банковую. Потому что можно туда уже садить каких-нибудь депутатов. А в офис президента, это уже надо переименовать. Это же звучит уже как квартально, понимаете. В администрацию президента можно возвращать Януковича. В неразбитую. Поехали дальше. Много информации, дорогие мои. BBC пишет, что новый американский мирный план содержит требования к Украине, которые выдвигает Москва. Об этом сообщают в среду журналисты газеты Financial Times и агентство Reuters. Корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер, сославшись на осведомленных анонимных собеседников, написал в сети X, что американский план включает, в частности, сокращение украинской армии в 2 раза, как оказалось, в 2,5, и отказ Украины от всего Донбасса. А теперь слушайте, вброс в стиле BBC. Вот, знаете, у Зеленского никогда не было никого сильнее друга, чем BBC. Потому что BBC делали фейки откровенно, они попали там от одного... Я уверяю, Трамп вытрусит с них эти бабки. В любом случае, он вытрусит эти от 1 до 5 миллиардов за то, что они сделали.
А также вот слушайте внимательно. Это равносильно капитуляции Украины. Осведомленные люди говорили мне, что это просто максималистические требования Кремля. Написал Миллер. Врут. Он этого не писал. Он написал по пунктам все, но этого не писал. То есть BBC сразу же становится фейкометом. Самым натуральным фейкометом. С тем прецедентом, который они сделали Трампу. И я читал сегодня этого Миллера, и не один раз. Он не писал такого. Он писал пункты, но он не писал, что осведомленные люди ему говорили, что это равносильно капитуляции. Агентство Reuters тоже сообщило вечером в среду, что американский план включает, помимо прочего, сокращение украинской армии. И BBC начинает выкручивать. Ну, лежите жопу дальше Зеленскому, которого и вас тут даже потянут. Ничего, сейчас надо будет заплатить деньги Трампу. Посмотрим. Некрасиво, да, со стороны врать нагло в глаза. Причем это источник всемирно принятый и попадает в рекомендации в новостях. То есть я не попадаю в рекомендации в новостях, я попадаю в рекомендации у подписчиков или у людей, которые вот именно интересуются этим контентом. А если вы зайдете в пункт новости, которые есть в YouTube, вот там они там есть. Потому что они официально считаются. И они официально врут. Они официально в YouTube выпускали вот то видео с Трампом. И YouTube его пропустил и не сделал им ай-яй-яй. Хотя мне делает ай-яй регулярно. Ну, я хочу огромное спасибо передать команде YouTube и YouTube за то, что берегут мой канал. Огромное спасибо. Я не знаю, там русскоязычное подразделение. Огромное спасибо. Потому что TikTok я выложил видео, не прошло 24 часа, они на меня уже там накидали кучу. Причем я не у себя выкладывал, а у ребят. Просто дал ребятам, они его выложили. У меня же нет аккаунта, только его создам, его забанят. А зато 30 фейковых аккаунтов, которые создают СБУ, грабят людей, обманывают на деньги. Там везде написано «вывожу из Украины». TikTok не удаляет. Причем те видео, которые же они у меня воруют, он их не банит. Прикольно. По сведениям двух источников агентства, США дали Зеленскому понять, что ему нужно согласиться с этими предложениями. Ну да. Ну вот давайте вернемся к логике. Потому что Украины не будет. Все. А если не будет Украины, где они бабки заберут свои? Нигде. У кого? Они повесят того Зеленского, он отдаст там наворованные 2 миллиарда или сколько он там украл. Ну и все, так же не 2 миллиарда вложенных туда, дорогие мои. Бабки-то надо отдавать. Сейчас и будут создавать. Окей, поехали дальше. CNN подтверждает информацию о разработке нового мирного плана. Собеседник CNN, как и источник Axios, ранее в среду сообщили, что работу над новым планом окончания войны возглавит спецпосланник Стив Уитков. Переговоры интенсифицировались. Господи, я столько букв в одном слове. На этой неделе, поскольку по ощущениям администрации Трампа Кремль подает сигналы о том, что снова открыт для соглашения, пересказывает CNN слова своего источника. И Маша такая, а мы ничего не знаем. Господи, ребята, ну читайте, а то начинают истерику бить. Маша пишет, они ничего не знают. Ну, конечно, если их спалили, что они там тайком что-то договариваются. Это же некрасиво. Как Зеленский будет бить в набат, что типа судьба Украины была принята и решена без Украины. У них же тренд такой, понимаете, они там начнут хлопать там во все. Какая-то еще прелюдия есть, на которую ведется Трамп, дорогие мои. Поехали. Теперь Reuters, дорогие мои. Предложение США по окончанию войны Reuters пишет. Считает, что Трамп заставит Зеленского отказаться от некоторых территорий. Предложение США по окончанию конфликта в Украине включает в себя отказ Украины от некоторых территорий, а также некоторых видов оружия. Об этом сообщают два источника, знакомые с вопросом США. США дадут сигнал президенту Зеленскому, это хоть бы Reuters, но Reuters, это помойка еще та, что эти рамки соглашения нужно будет принять. По словам собеседников агентства, предложение включает, среди прочего, сокращение численности украинской армии. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основное положение, рассказали источники. Знаете, когда ты положил деньги в банк, и он начинает гореть.
И ты просто бежишь, они там в ячейке лежат, они не на счетах, а ты бежишь, пока банк весь не сгорел, чтобы вытащить из ячейки свои деньги. Вот примерно как и происходит. Ну, это так вот максимально доступно, чтобы вы понимали. Еще несколько пунктов. Давайте я Миллера прочитаю. Уже BBC лгут же, падлы, лгут. План мира от США и России включает не только отказ Украины от Донбасса, но и сокращение вооруженных сил. Об этом сообщает журналист FT Кристофер Миллер. По его словам, в этот план входит сокращение армии Украины вдвое, отказ Украины от определенного оружия, от Донбасса, и Зеленский останется этим недоволен, добавляет Миллер. Ну, дорогие мои, вот его сообщение. Где там написано, что это капитуляция? Вот вам BBC, дорогие мои. И еще парочка пунктов. Русский язык должен быть признан официальным государственным языком в Украине. Нацики, вот вам. Это один из пунктов плана США и России по завершению войны. Еще одним условием является придание официального статуса Русской Православной Церкви. Ну, они неправильно написали, Украинской Православной Церкви. УПЦ. Ну, вот целый день ждал остальные 28 пунктов, дорогие мои. Ну, из тех, которые есть. Поехали дальше. США частно призвали Зеленского принять предложение по мирному соглашению, которое завершило бы войну. Опять же, Рейтерс же пишет. Они требуют от Зеленского отказаться от части территории, оружия, мы уже это поняли, да? Русский язык должен быть признан официальным государственным языком. Ну, все, вот просто с разных этих накидывают, поэтому, как пишет издание, ну, русской православной. Ну, это украинское УПЦ, оно так и называется. Кто-то что-то перепутал. Вот антикриз Зеленского. Это вот так вот прячутся президенты, чтобы вы понимали. Проворовавшиеся. Ну, хочу сказать, и Эрдоган ему, и вообще ему сейчас никто не поможет. Не приезжает в Украину? Не подписывает договора? Значит, тогда включается команда Порошенко, Тимошенко и какие-то там еще Арахамии. Это очень важно, потому что они включат выборы, ну, процесс выборов. Важно еще второе, что они подпишут эти 28 и сделают эту демилитаризацию, денацификацию, потому что русский язык станет государственным. И куча всяких пунктов. И остановят войну. А потом начнутся политические баталии, да, потом начнутся выборы и все остальное. А параллельно начнут утилизировать ТЦКшников, вот, мусоров, которые кидали людей, били женщин и детей, и пшикали в детей в маленьких еще грудничковых баллонами. Ой, будет. Чую, будет кара такая послевоенная, жесткая. Не это. Видео много наснимали. Рыл много попадет туда. Идем дальше. Опять же у нас Рейтерс, который подтверждает, что США и Россия обсуждали мирный план без Украины. Ну, почему Маша вышла и сказала о том, что мы ничего не знаем? Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству, что Киев получил сигналы о пакете предложений США по прекращению войны, который Вашингтон обсуждал с Россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений. Конкретики по этому плану у Украины пока нет. Ожидается, что завтра его озвучат Зеленскому в Киеве прибывшие в столицу украинские высокопоставленные американские военные, которые затем отправятся в Москву. По данным СМИ, у Трампа считают, что Зеленский сейчас находится в таком положении, что будет вынужден принять их план, какими бы ни были условия. А куда он спрячется от США? Его и в Израиле. Ну, Биби отличный друг Дони.
Куда он спрячется? Серьезно. Я не знаю, в Россию он, что ли, поедет? Концерты давать? Или куда он поедет? Уже, не знаю, он настолько туп, что он ничего не предпринял. Ну, шел во все тяжкие и думал, что вот отпетляет как-то. Но сейчас для того, чтобы отпетлял, ему нужно все подписать. И там его нацики зарубают. Я просто клянусь. Это ж буде, за що хлопці воювали. А на що воно було потрібно. Для нас хорошо. У него маневров нет. Это просто очень хорошо для нас. А для него и той банды будут бежать, уже и бегут. Будут бежать сотни тысяч, дорогие мои, всей той вертикали. Ви ж знаєте, якогось Миколу украли, сдал его какой-нибудь там в селе председатель этого села, а жинка Миколы знает это. Придут к этому председателю бить бубен, побьют ему бубен, он подумает, да ну нафиг, лучше я сбегу. И вот таких вот будет просто немерено, огромное количество. И они сбегут. А Европа их тут ждет очень распростерто до 26 года. А потом все. Домой. Давайте домой. Увидите, потом будет такой повально, давайте домой. Кто успел там сдать B1, B2, да, там, и устроиться, получить ВНЖ, и куча всего, работа здесь официально и так далее, те останутся. А все остальные додому. Ви увидите. Бо наїлися вони. Наїлися. Я вам серьезно говорю. Я же общаюсь с европейцами. Это, знаете, это единственное, что у меня осталось, общаться с европейцами. Потому что с нашими я не могу общаться. Это просто наиопаснейшие люди. Я вам потом раскрою тайну человеку, которому я помогал. Человеку, ну, которому там во многом помогал, сдавал меня СБУ. И чтобы вы понимали, здесь. Причем он говорил, что вот украинцы конченые, и сам таким же оказался. Поэтому я общаюсь с европейцами. Поехали дальше. Администрация Трампа считает, что Кремль продемонстрировал свою готовность к мирному соглашению по Украине. И Мария, это Сенным пишет, и Маша выходит, говорит, да мы ничего не знали. И Песков тоже дурака с утра включал, ну, вчера. Такой говорит, да нет, откуда, мы же ничего не знаем, откуда, нас в курс не ставили. А сами такие смотрят, как эту зеленку, как мышь эту, загоняют именно в угол. Поехали. Я давно говорил, что вот когда вот эта крыса и эта мышь начнет сдавать, ну она убежит тоже, Зеленского, тогда все, тогда начнется просто полное падение. Я смотрел там Петрова. Ой, я кучей там насмотрелся всякого дерьмища. Ну и вот, это Наталка Мосичук, чтобы вы знали. Это та, которая тянула Зеленского через все, что только можно. Она, я не знаю, она, наверное, ему больше жена, чем селедка эта наша по 8 гривен с кумбрия. Красть, конечно же, нельзя. Тем более, когда страна купается в крови. Но, как она пишет, кто еще верит в совпадение антикоррупционного скандала с капитуляцией, которую Украине сегодня предлагают в Анкаре? Не нужно быть овощем, говорите. Ну, я у себя в Телеграме написал. В Ютубе не могу такое писать. Ну, как-то так, дорогие мои. Окей, что-то мы тоже затянулись на 30 минут. Ну, надеюсь, я разложил всем все. Чтобы понимали. Ну, нет у него на маневры. Бо будет маневрировать, Трампа без денег оставит. Мне кажется, что там аналитики дают сигналы Трампу. Все там сравнивают с каким-то фильмом, какими-то проектами и так далее. Надо было все-таки Трампу в Анкоридже верить в карты Путина, а не Зеленского, который ему потом после Анкориджа их привез. Понимаете? И второй раз, когда Путин позвонил, надо было верить Путину. Ну, или, я не знаю, слушать нормальных блогеров.
Ты там фронт же. Я ж читаю вам сводки не российских военных пабликов, а украинских пабликов военных. Фронт, дорогие мои. С ноября 24 года я сказал, что у них фронт рухнул. Уже тогда рухнул. Они иссякли на Курской своей спецоперации. Они там обосрались. И там потеряли всех тех, кто им был бы сейчас нужен для того, чтобы закрывать эти заплатки. Там они потеряли. Потом начали закрывать им рот. Я имею в виду уже законодательно, что если кто-то что-то скажет, то криминалка его. И солдаты сидели и молчали. Хотя действительно попа уже была... Закончится война, когда выгонят этого Зеленского, и военные начнут рассказывать. И я вам говорю, что фронт начал рушиться с ноября 24 года. С ноября 24 года он начал рушиться. То, что они там сидели, опять же, я говорю, не только я говорю, еще другие аналитики военные говорят, что все события и все действия, которые происходят на линии фронта, нельзя отдавать политикам. А Зеленский у нас даже не является политическим классом. Это просто клоун, которого выбрали из-за Порошенко. И Порошенко теперь надо свое говно убирать, которое он притащил. Окей, дорогие мои. Быстро все происходит. Очень быстро. Очень. И стремительно развивается. И нужно вот сейчас, даже болею, но все равно за этим всем слежу. Я вас всех обожаю, вы у меня самые лучшие, дорогие мои, я вам серьезно говорю. И я вас всех обнял.